World of Money, мир банкнот. С вами Артур. Продолжаю обзор подарка от Юрия. Юрий мой подписчик из Эстонии, сейчас он живет в Германии и выслал мне в подарок 3 очень интересные банкноты. В прошлом обзоре я представил первую банкноту Гаити 5 гурдов 1985 год. Сегодня вашему вниманию представляю следующую банкноту. Индия, 1000 рупий, 2012 год. Это датированный выпуск Резервного банка Индии 2005-2012 годов. В 2005 году Резервный банк Индии начал печатать даты внизу по центру на оборотной стороне всех номиналов. Все банкноты старого выпуска 1996-2006 годов без дат изначально должны были быть изъяты из обращения до 1 апреля 2014 года, но крайний срок был продлен до 30 июня 2016 года. Новый выпуск банкнот с датами имел улучшенные функции защиты от подделывания. В этом выпуске было выпущено 7 номиналов – 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 рупий. Этот выпуск полностью повторяет дизайн банкнот недатированного выпуска 1996-2006 годов. В 2011 году была выпущена обновленная серия банкнот с таким же дизайном, но на банкнотах рядом с номиналом был изображен новый символ индийской рупии. Банкнота 1000 рупий – самый крупный номинал этого выпуска. На момент выпуска курс индийской рупии к доллару США был равен 44,1 рупия за 1 доллар, а 1000 рупий примерно равнялись 22,7 долларов. 9 ноября 2016 года с целью предотвращения выпуска поддельных банкнот, борьбы с коррупцией и финансированием терроризма с помощью поддельных банкнот, все банкноты номиналом 500 и 1000 рупий были демонетизированы и 31 декабря 2016 года перестали быть законным платежным средством. На этот момент курс доллара по отношению к индийской рупии вырос почти на 50%, и 1000 рупий уже равнялись примерно 15 долларам США. Давайте поближе рассмотрим банкноту 1000 рупий 2012 года. Размер банкноты 177 на 73 мм. Основные цвета – красный, розовый, желтый, оранжевый, черный, зеленый и голубой. Материал – бумага. Лицевая сторона банкноты. Справа – портрет Мохандас Махатма Ганди. Годы жизни 1869-1948. Индийский политик, общественный деятель, юрист, философ и один из предводителей движения за независимость Индии от Великобритании. При рождении индийский лидер был назван Мохандасом, однако позже его начали называть Махатмой, что означает «великая душа». В Индии его считают национальным героем. Также он считается одним из ярчайших сторонников пацифизма. В борьбе за независимость от Великобритании Махатма Ганди использовал исключительно ненасильственные методы сопротивления. Например, он призывал индийцев отказываться от покупок британских товаров и услуг. Ганди вел весьма аскетичный образ жизни, отказываясь от любых проявлений роскоши. Он ходил в самой простой одежде и практически все пожертвования отправлял бедным соотечественникам. 5 раз Ганди номинировался на Нобелевскую премию мира. Незадолго до своей гибели Махатма Ганди добился долгожданной независимости Индии от Британии. Это знаменательное событие произошло в 1947 году. 30 января 1948 года Ганди погиб от рук своего соотечественника, считавшего его виновным в расколе Индии. Махатму застрелили прямо на улице на глазах у публики. Английский историк Арнольд Тойнби с уважением написал потом: «Ганди позволил нам уйти из Индии без злобы и без унижения, чем оказал нам огромную услугу. Ведь иметь империю гораздо проще, чем избавиться от нее. И это тоже величайшая заслуга странного философа, над которым смеялся Черчилль и который ткал вручную свою одежду». Справа от портрета прямоугольный узорчатый элемент с цифровым обозначением номинала 1000. Представляет собой защитный элемент. Орнаментальный фон содержит скрытое изображение в виде обозначения номинала 1000, видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света. Ниже расположена печать Резервного банка Индии, на которой изображен тигр и пальма. В верхней центральной части банкноты крупным шрифтом в 2 строки
Надпись на хинди, на английском «Резервный банк Индии». Под надписью текст мелким шрифтом в 2 строки – это гарантия центрального правительства. Слева и справа отпечатаны круги, которые при копировании дают искажение изображения. В центре крупное цифровое обозначение номинала 1000, напечатано цветопеременной краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от зеленого к синему. Под цифровым обозначением номинала текстовое обозначение номинала на хинди. Еще ниже, в 2 колонки, надпись на 2 языках – хинди и английском. Обещание заплатить предъявителю сумму в 1000 рупий. Под надписью подпись управляющего банком. Чуть правее от центра размещена ныряющая защитная нить с текстом. Нить меняет свой цвет под определенным углом обзора, и на ней проявляются надписи «Бхарат» – это официальное название Индии на хинди, аббревиатурой РБИ – Резервного банка Индии, номинал 1000, также этот текст виден на просвет. В левой части банкноты большим узорным контуром расположено чистое поле для водяного знака. Водяной знак представляет собой портрет Махатма Ганди, номинал 1000 и аббревиатурой Резервного банка Индии, расположенные ближе к центру банкноты. В центральной левой части банкноты находится защитный элемент в форме лилии, представляющий собой совмещающееся изображение. При просмотре на просвет изображение сливается в единое обозначение номинала 1000. Чуть ниже расположен специальный элемент в виде ромба черного цвета, предназначенный для людей со слабым зрением и за счет рельефности дает возможность определить достоинство банкноты. В левой верхней части банкноты расположено крупное обозначение номинала на фоне орнаментальной рельефной полосы. В нижней левой части герб Индии. Один из государственных символов Индии представляет собой изображение львиной капители, венчающей колонну Ашоки в Сарнатхе. В середине III века до нашей эры император Ашока установил столб с капителью, чтобы отметить место, где духовный учитель, основатель буддизма Будда, впервые преподавал основные понятия религии и где была основана крупная буддийская община. 4 льва, стоящие вплотную друг к другу, установлены на плите с бордюром. 4-й лев находится сзади и, следовательно, скрыт из виду. Герб символизирует нацию, которая отважна в храбрости, сильна в теле, благоразумна в совете и устрашает противников. Плита украшена 4 животными, символами 4 направлений. Лев – севера, слон – востока, бык – юга и лошадь – запада. На изображении видны только лошадь и бык. Плита опирается на лотос в полном расцвете, символизирующий источник жизни. Ниже плиты расположен девиз, написанный на древнем письме Деванагари «Лишь истина побеждает». Серийный номер расположен в нижней левой части банкноты, нанесенный красным цветом, и в правой верхней части банкноты нанесен синим цветом. Также в местах расположения серийного номера можно заметить литеру «Л», код города, указывающий на типографию, где находится одна из валютных печатных машин Резервного банка Индии, выпустившая банкноту в обращение. Еще стоит отметить, что портрет Махатмы Ганди, печать Резервного банка, надписи о гарантии и обещании, герб Индии слева, подпись управляющего Резервным банком Индии выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь. Рассмотрим оборотную сторону банкноты. В качестве основного изображения оборотной стороны использованы различные сцены, представляющие индийскую экономику, сельское хозяйство, промышленность и науку Индии. Комбайн, зерновые колосья, нефтяная вышка, космическая спутниковая антенна, металлургия, девушка, работающая на компьютере. Ниже расположен год выпуска банкноты – 2012. Слева и справа текстовое обозначение номинала на хинди и английских языках. Цифровое обозначение номинала 1000 расположено по всем углам банкноты, кроме правого нижнего угла. В левой части банкноты расположена языковая панель с текстовым обозначением номинала на 15 основных национальных языках.
В эту группу входят ассамский, бенгальский, гуджарати, канада, кашмири, конкани, малаялам, маратхи, непальский, одия, панджаби, санскрит, тамильский, телугу и урду. В центральной верхней части банкноты надпись на хинди «Резервный банк Индии». В правой части банкноты расположено большое чистое поле для водяного знака. Правее находится защитный элемент в форме лилии, представляющий собой совмещающиеся изображения. При просмотре на просвет изображение сливается в единое обозначение номинала 1000. По всей правой крайней части отпечатаны круги, которые при копировании дают искажение изображения. Рассмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Лицевая сторона. Красиво светится вся узорная композиция банкноты. Текстовые элементы защитной полосы, серийный номер в левой нижней части и защитные волокна. Оборотная сторона. Светится защитная нить по всей вертикали и также защитные волокна. Банкнота отпечатана корпорацией по печати и чеканке ценных бумаг Индии. По разновидности данная банкнота определена по каталогу Пика Крауза под номером P100W. Что отличает ее от других, это год 2012, литера L и подпись управляющего Субарау. Как видно по каталогу, имеются также много других разновидностей данной банкноты, а именно 22. Цена на банкноту в хорошем состоянии на российских торговых площадках колеблется от 550 до 1090 рублей, а в состоянии UNC она стоит 2430 рублей. Это был обзор на вторую банкноту, которую подарил мне Юрий. Обзор на третью и последнюю банкноту вы увидите в следующем выпуске. А я на этом заканчиваю. Хочу отдельно поблагодарить Юрия за подарок и вам, друзья, за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья, добра и хороших пополнений. До новых встреч!